Панчик, это эпоксидная смола, и мы будем с тобой делать подставку для салфетки. Панч, ты меня слушаешь? Нет, Паншу это не интересно, потому что он не пользуется салфетками. Я рада приветствовать вас на своем канале Борщ ТВ. И сегодня, как вы поняли, я буду делать подставку под салфетки. Для этого у меня приготовлена основа. Это деревянная заготовка, эпоксидная смола с отвердителем, тросик с обжимом, колер-паста бирюзовая и опалубка из картона для самой формочки и для пригруза салфеток. Моя заготовка выполнена из обыкновенной сосны методом броширования древесины. Этот метод позволяет выявить структуру древесины и показать ее красивый рисунок. Также этот метод называется состариванием древесины. Мне нравится этот метод обработки. О нем я узнала несколько лет назад и за это время много использовала его в своем творчестве. Например, этот стол сделан тоже этим способом. Паншик, а ты знаешь, что такое броширование древесины? Паншик не знает, что это такое, хотя много раз видел, как я это делала. А вы знаете, что такое броширование древесины? Можете ответить на вопрос в моем видео, и тогда, если вам будет интересно, мы снимем об этом отдельный сюжет. У меня есть опалубка из картона, в нее я и положу свою заготовку. Эпоксидная смола состоит из отвердителя и, собственно, самой смолы. Также я хочу использовать немножечко пигмента бирюзового, чтобы цвет был немножко тонированный. Эта эпоксидная смола смешивается в пропорциях 1 к 10. То есть 10 частей смолы и 1 часть отвердителя. У меня получилось полкилограмма эпоксидной смолы, то есть 500 грамм, и, соответственно, 50 грамм отвердителя. Теперь нужно хорошенько размешать. Я добавлю немножечко пигмента. Я подготовлю тросик. Это будет такой своеобразный зажим салфеток. Он будет идти снизу и прижимать салфетки наверху. Вот у нас тросик. С двух сторон у него обжимы, которые сейчас нужно будет зажать. Нужно будет ударить по нему молотком. По этому краю, по этому. И тросик будет готов. У меня все готово. Теперь буду пробовать заливать. Кстати, опалубку я обклеила изнутри скотчем, чтобы эпоксидная смола не впиталась в картон и не прилипла куда намертво. Ну вот, наша заготовка деревянная утонула в эпоксидке. Теперь я соединю тросиком. В процессе нашего эксперимента я выяснила, если заливать деревянную заготовку полностью, то она всплывает. Соответственно, залить ее полностью будет невозможно. Но это, может быть, тоже будет интересно. Так как эпоксидка застывает 24 часа, я решила сначала погрузить тросик в кубик, а потом, когда все это затвердеет, установить другой конец в саму подставку. Так будет проще технически. На сегодня я закончила эксперимент. Теперь я подожду 24 часа и посмотрим, что из этого выйдет. После того, как форма застыла, мы достали ее из коробки
Она получилась такой вот сложной формы, немножко с уступом, не так, как я ожидала. Поэтому сейчас мы будем доделывать ее с помощью болгарки. Тут получились острые края эпоксидной смолы. Их надо будет сравнять, потом натереть пастой Гоя, чтобы они были более такие же прозрачные, как остальная часть. И все это немножко заполировать, чтобы оно было более гладким и прозрачным и блестело. Также вот у этого пригруза нужно будет тоже сделать фаски на углах, чтобы она была безопасной, ну и более симпатичной. А потом мы просверлим здесь, как и собирались, маленькую дырочку, опустим конец и зальем эпоксидкой. Все это застынет и можно будет использовать. Сначала я доработаю некоторые неровности мелкой шкуркой, а затем я буду полировать эти грани пастой Гои, которые натру на тряпочку и дальше полирую все грани. Дырочку для пригруза. И потом... Вот, теперь осталось подождать, пока застынет эпоксидка, и наша подставка для салфеток будет готова. Итак, подставка готова. Сюда я кладу салфетки, вот так вот прижимаю. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.